Добрый день, дорогие пекари! Сегодня у меня на канале эксперимент. Давно не было экспериментов, а я знаю, что этот жанр вам нравится. Поэтому сегодня долгожданный эксперимент. И он очень серьезный, очень объемный. И он рассказывает нам об ошибках, которые мы можем совершить при изготовлении пшеничного домашнего хлеба. И это не одна ошибка, это целая череда ошибок, целый комплекс ошибок, которые мы можем совершить и получить в итоге некачественный хлеб. Вот этот хлеб, герой эксперимента. На первый взгляд он может многим понравиться, особенно начинающим малоопытным пекарям. Вы увидите гребешок высокий, ну да, есть какие-то подрывы, наверное, это ошибки при формовке. Наверное, я плохо здесь что-то залепила, да? Ну, он пропеченный, он румяный, но здесь целый комплекс ошибок, и хлеб этот испорчен. И я сегодня вам объясню, что это такое, что значит хлеб испорчен и что значит ослабленное брожение, чтобы вы не повторяли этих ошибок. Поставьте лайк этому видео, обязательно подпишитесь на мой канал, отсылайте знакомым домашним пекарям, чтобы они тоже видели свои ошибки и могли их исправить. Приглашайте друзей и знакомых на мой канал, а еще подпишитесь на Telegram, там мы общаемся и обмениваемся фото и видео, все ссылки есть в описании. Давайте начинать творить эксперимент. Да, кстати, мне пришлось повторить его несколько раз. Не так просто оказалось испортить хлеб вот до такой наглядности, которую в итоге я получила. Поэтому пришлось мне несколько раз это проделать, чтобы очень вам понятно и наглядно объяснить, в чем суть ослабленного брожения. И сейчас мы этим займемся. Сегодня мы пройдем все этапы приготовления хлеба, приготовления теста и выпечки хлеба, как это часто делают либо не очень внимательные, либо не очень опытные пекари. Вот эта закваска у меня из холодильника. Только что я ее оттуда достала, там она у меня простояла дня 4, наверное. Да? Она была покормлена перед тем, как убрать в холодильник. То есть я все сделала правильно, покормила, убрала. Вот сейчас достаю и не сразу в тесто отправляю, а, конечно же, поступаю правильно, кормлю, прежде чем отправлять в тесто. Мне на рецепт пусть будет нужно 100 граммов закваски. Значит, я беру, пусть будет 40 граммов стартера, кормлю 1-1-1, значит, добавляю 40 граммов воды и 40 граммов муки. В этом эксперименте я постараюсь не допускать каких-то критических ошибок, но все равно я буду специально допускать ошибки. Разобью видео на фрагменты и прошу вас к каждому фрагменту написать в комментарии, какие именно ошибки я допускаю. Я буду стараться подробно вам все говорить. Видео получится, наверное, длинным, но те, кто любит короткие видео, пусть его пропускают. А те, кому интересно, смотрите длинное видео. Итак, я покормила 1-1-1, 40-40-40, 40 стартера, 40 муки, 40 воды. Перемешала. Температура воздуха в помещении у меня сейчас, я вам даже покажу, 20,4 градуса на столе. Можно чуть дальше от окна поставить, будет чуть-чуть на полградуса теплее. То есть, в принципе, для пшеничной закваски температура подходящая. Накрываю плотно крышкой, оставляю подходить при комнатной температуре. Прошло 8 часов, смотрим на закваску. Видим, что она поднялась. Вот такие пузыри у нее на поверхности уже начали лопаться. И дальше делаем все как обычно, то есть смешиваем закваску, воду и муку и приготавливаем тесто. Закваски берем 20% от веса муки, то есть 100 граммов на полкило муки. Воды 70-75% от муки. И насыпаем муку пшеничную либо первого, либо высшего сорта. И сделаю смесь цельнозерновой. Цельнозерновой 20%, высшего сорта или первого 80%. Далее снова все делаем как обычно, перемешиваем тесто, оставляем минут на 30-40 и добавляем соль. Но сейчас нужно просто перемешать тесто. Тесто все перемешала, накрываю крышкой, оставляю на 30-40 минут, потом добавлю соль и замешу его окончательно. Возвращаемся к тесту. Нужно добавить соль, 2% от веса муки. То есть на 500 граммов муки добавляем 10 граммов соли. Это все. Дальше нужно замесить тесто. Проще всего это сделать на столе. Достаем тесто из миски и проводим замес теста любым способом, который вам удобен. Очень важно вмесить соль, чтобы кристаллы перестали ощущаться на ваших руках. И когда вы месите, соль постепенно впитывает воду. И тесто начинает делиться на вот такие пленки.
Если вы такое видите, ничего страшного. Продолжаем месить. Это значит, что соль просто еще не вмесилась. Месим до гладкого состояния. Это займет минут 10. Если вам удобно месить отбиванием, и тесто так лучше замешивается, промесите отбиванием, оно гораздо лучше в этом случае соберется. Но все, тесто однородное, вполне гладкое. Берем ту же самую миску, на дно несколько капель масла, смазываем и укладываем тесто. Дальше я не буду показывать. В общем, делаем несколько обминок с интервалом 30-40 минут. Можно сделать 3-4 обминки. И оставляем тесто бродить при комнатной температуре на 4,5-6 часов. Накрываем крышкой обязательно, чтобы не заветривалось. Спустя 6 часов брожения по графику пора формовать тесто. Смотрим на тесто. И почему-то оно у нас... Ну, оно увеличилось, конечно, но не сказать, чтобы оно слишком было рыхлое. Стучим по дну. В принципе, звук глухой. Давайте формовать. Подпыляем слегка муку на поверхность теста и слегка на стол. Выкладываем тесто. Брожение идет. Его видно. Смотрим на тесто. Оно разрыхленное. Но увеличение было не таким большим. Вытащила кусок теста. Вот здесь тонко, здесь толсто. Значит, нужно сделать предформовку округления, чтобы распределить тесто. И оставляем на отлежку минут на 10-15. После отлежки тесто нужно сформовать. Подготовила корзинку. Подсыпаю немножечко муки. Дегазирую тесто. Пузыри есть крупные. Складываем. Складываем навстречу. Залепляем и укладываем заготовку в корзинку на расстойку. Сейчас затяну пленкой и поставлю в холодильник на нижнюю полочку, где холоднее всего, градусов 6-7, наверное, и оставлю на 15 часов расстойки. Наступил следующий день. Как и планировалось, заготовка моя в холодильнике провела 15 часов. Увеличение я вижу, оно небольшое, то есть хлеб поднялся, но не слишком сильно. Если придавить пальцем, заготовка расправляется. Духовку я уже разогрела, сейчас буду выпекать. Хлебушек такой маленький. Делаю по нему надрез. Рассчитываю, что он раскроется, поэтому подрезаю корочку. Духовка у меня разогрелась, как я уже сказала. Буду выпекать под колпаком. Беру крышку от гусятницы, выкладываю. Накрываю корпусом гусятницы. Температура сейчас выпечки 250, 15 минут под колпаком. Через 15 минут нужно снять колпак и посмотреть на хлеб. Он раскрылся, гребешок высоко поднялся. Разбирать будем позднее. Сейчас ставлю допекаться на 210 градусах еще минут 15-20. Испекся хлеб. Переложу его на решетку для остывания. И вот такой получился хлеб. Он раскрылся, у него поднялся гребень. При этом у него есть подрывы с боков. У него маленький объем, матовая корка. И все эти признаки говорят о том, что брожение у теста, брожение у хлеба было ослабленное. Разберем еще очень подробно. Я хочу сделать разбор этого видео пошагово. Вас прошу на каждом этапе написать, какие ошибки я совершила. Я разобью видео на фрагменты. И на каждом фрагменте прошу вас написать, какие ошибки я совершила, а потом я сделаю подробнейший разбор. Часто начинающие пекари получают такой или похожий результат, радуются раскрытию, радуются гребешку, но на самом деле радоваться особо нечему, потому что хлеб не очень качественный. Почему? Разберем подробно. Итак, хлеб остыл, давайте рассмотрим и поймем, по каким внешним признакам мы можем понять, что у хлеба было ослабленное брожение. Первое и очень важное – это матовая корка. Когда хлеб у нас не в мучном налете, а гладкий, без мучного налета, хорошо выброженный хлеб имеет такую глянцевую корочку в мелких красивых пузырях. Здесь пузыри есть, конечно, но они не такие крупные и они, скажем так, непривлекательные, да? Поверхность хлеба матовая, корка толстая. Ну вот она проминается, конечно, но все равно в сравнении с другими моими обычными хлебами корка толстая. Гребень поднялся.
гребень высокий. Это признак недоброда. Мы специально делаем небольшой недоброд, чтобы поднялся гребень, но здесь этот гребень скорее показатель плохо выброженного теста, чем его качество. Важный признак вот эти подрывы. Подрывы, где мы видим слои формовки, будь то подовый, будь то формовой хлеб, это признак плохо бродившего, слабо бродившего теста. Подрывы с обеих сторон. Общий маленький объем хлеба, то есть он не подошел, он не увеличился, он не вырос при расстойке, он остался маленьким и таким каким-то куцым. Не знаю даже, как это объяснить. То есть корка толстая, она, конечно, не дубовая, как бывает, не разгрызаемая. Если еще толще корка, значит еще хуже результат. И давайте сейчас посмотрим на мякиш. Ну и, конечно, кстати, важный признак – это общий цвет. Цвет сероватый. Хоть я и добавляла цельнозерновой муки всего 20%, цвет вот такой темный и мрачный быть не должен. Он должен быть золотистый. Здесь цвет сероватый. Цвет, конечно же, зависит и от качества муки, но и от брожения тоже. Хорошая закваска, хорошее тесто имеет кремовый цвет, белый, но не серый. Ну и вот очень характерный мякиш. Опять же, некоторым начинающим пекарям такой мякиш даже понравится. Скажут, смотрите, как красиво, крупные поры. Но если присмотреться, вот эти очень плотные участки теста, они прям плотные-плотные, как у хлеба влажностью 60 или 50%. И вот эти отдельные пузыри, может быть еще хуже, может быть один вот такой или 2-3 крупных пузыря и плотные-плотные участки теста. И это говорит об ослабленном брожении теста. Вот такой рисунок мякиша – это некачественный хлеб с ослабленным брожением. Очень плотный мякиш, цвет его серый. Конечно, наверняка найдется кто-то, кто будет со мной спорить и скажет, все с ним в порядке, вы преувеличиваете. Но поскольку мы стремимся к хорошему качеству хлеба, вот такие результаты абсолютно не устраивают меня. И еще раз напоминаю, я в следующем видео сделаю пошаговый подробный разбор этого эксперимента, чтобы рассказать вам абсолютно все. А вот, кстати, еще признак. Вот здесь вот, если присмотреться, вот такой участок плотного мякиша. Бывает закал снизу, такой плотный, вообще не пропеченный и не разрыхленный. А здесь сверху это, опять же, ослабленное брожение. Если вы постоянно получаете вот такое качество мякиша, это значит, что у вашего теста всегда ослабленное брожение, значит, нужно работать и с ним, и с технологией, которую вы используете в рецептах, и нужно работать прежде всего с закваской. Вот очень характерный признак, да, вот тут очень плотно, и здесь большая одна дырка. Вот это вот прям явно ослабленное брожение. Сейчас попробуем мякиш. Ну, он не кислый, потому что он не выбродивший. Если бы он был перебродивший, он был бы кислый. Здесь он совершенно не кислый, потому что брожение было прям совсем вялым, хотя по времени все было очень четко. Если при таком внешнем виде хлеб у вас еще вдобавок и кислый, это значит, что у вас все плохо с закваской. Она перекисает, дрожжевая составляющая в ней не работает, и вы получаете плохое качество хлеба. Эксперимент мой не завершается, будет еще разбор, следите за премьерами, в ближайшее время сделаю разбор. Ставьте лайк этому видео, давайте разбираться детально, я хочу, чтобы качество вашего хлеба было выше всяких похвал, и чтобы домашних пекарей с качественным, вкусным и полезным хлебом становилось больше. Давайте с вами продолжим печь, испечем еще много всего интересного, зовите друзей и знакомых и подписывайтесь на мой канал.